Тема сегодняшней лекции – типы личности в шоу-бизнесе. В шоу-бизнесе, то есть в кино, на эстраде, в основном работают два типа личности. Первый – психолог, второй – спикер. Во-первых, мне удобно определять их тип личности, просто наблюдая за видео их выступлений. Техники, мало пригодны, практически не встречаются. Они, могут работать оператором в шоу-бизнесе или диктором на телевидении. Теоретики вообще не встречаются, потому что, теоретики вообще не пригодны для шоу-бизнеса. Они стесняются публичного выступления, и считают шоу-бизнес слишком глупым занятием. Итак, этот вопрос в учебнике предназначен для тех, кто выбирает профессию поэта, артиста, композитора, киномеханика или другую профессию в сфере шоу-бизнеса. Киномеханик Саша Николай Бурляев из фильма «Военно-полевой роман» – это почти единственный художественный образ представителей этой интересной профессии. В российском кино различные типы личности конкурируют друг с другом в борьбе за роли в фильмах. Артист должен обладать высокой духовностью, экстраверсией и эмоциональностью, которыми в полной мере обладает только психолог. У техника эта духовность полностью отсутствует. Поэтому техник совершенно не пригоден на роль артиста. Пригоден на роль телевизионного диктора, киномеханика или киномастера. Спикер и теоретик обладают невысокой духовностью. Сочетание высокой духовности и достаточная степень экстраверсии у психолога придает его игре на сцене большую глубину. Психолог по сравнению с другими типами личности обладает самой высокой степенью эмоциональности. Психолог часто живет чувствами и интуицией, как животное, а не разумом. Разумом живет теоретик. Высокая духовность психологов проявляется в способности создавать лирические произведения. Конечно, принадлежность к типу личности психолога еще не гарантирует человеку наличие огромного таланта, но гарантирует высокую степень пригодности на роль работника искусства. Только лирика и высокая духовность психолога позволяет ему вызвать в ответ высокую степень сопереживания зрителей. Спикеры лишены этих способностей, раз он не имеет духовность. Спикер – это ловкач, который часто пытается имитировать высокую духовность. Спикер поет, как медная труба, без всяких глубоких чувств и эмоций. Но это, с позволения сказать, творчество совершенно не вызывает сопереживания зрителей. Спикер может иметь даже прекрасный
поставленный голос, деньги и много друзей в сфере шоу-бизнеса, наглость и предприимчивость, но спикер не умеет исполнять художественные произведения с душой. Поэтому спикер вынужден искать расположение властей с помощью исполнения и сочинения оптимистических, гражданских и даже партийно-коммунистических произведений при советской власти. Ну так делал Владимир Маяковский, Иосиф Кобзон и Лев Лещенко. До сих пор что-то там поет. Ну, Владимир Маяковский, например, ходил по редакциям с тростью, как ракетир, и выбивал высокие гонорары. Делил одну строчку на лесенку, ну и требовал денег. В кинематографе существуют различные амплуа, предназначенные для различных типов личности. Например, амплуа героя-любовника. Оно предназначено для психолога. Ну, например, вот Хабенский умел играть этих любовников. Ну, правда, бывает и спикеры тоже играют роль любовника. Ну, например, Александр Абдулов. Отлично, пока молодой играл роль любовника, ну, без всякой духовности. Так, амплуа мужественного героя тоже предназначено для спикеров. Ну, все такие мужественные герои, боевики, их роли играют спикеры. Ну, психологи тоже пытаются играть роль мужественного героя, но у них плохо получается. Еще одна роль – конферансье, тоже для спикеров предназначена. Или клоун. Ну, Пуговкин, спикер, отлично играл роль клоуна. А если психолог пытается играть роль клоуна, он имеет жалкий вид и вызывает не смех, а слезы. Но наиболее удачные роли спикера Владимира Высоцкого – это роли следователя, альпиниста или преступника. Вопреки гонениям цензуры, Высоцкий прокричал народу правду матку в своих песнях. Психологи в роли клоуна или мужественного героя имеют несколько жалкий вид. Спикеры в роли героя-любовника не умеют тонко изобразить глубину любовных переживаний. Примерами психологов в сфере искусства являются певцы, которые вот мне очень нравится, конечно, психолог Валерий Ободзинский. Я считаю, лучшие песни в 20 веке исполнил именно он. Татьяна Буланова, тоже психолог, поет с душой. Вроде и голоса нет, библиотекарша, а как поет. Алла Пугачева тоже поет с душой, хотя сегодня сбежала за границу, имела кучу любовников и мужей. Ну, может, зажралась, а так поет отлично. Филипп Киркоров, ну, конечно, зажрался, ни одной песни, я считаю, хорошей не спел, хотя психолог, конечно. Александр Малинин, да, вот, пожалуй, на сегодняшний день из живых самый лучший певец, по моему мнению, Александр Малинин.
поет с душой, романсы, прекрасно. Дальше Александр Вертинский, Лариса Долина, Надежда Кадышева и даже Андрей Данилко или Верка Сердючка хорошо поют. Лолита Милявская, тоже психолог, хотя не спела ни одной хорошей песни. Анжелика Варум, тоже отличная певица. Извиняюсь, Анжелика Варум. Любовь Успенская. Игорь Тальков, конечно. Трагически погибший. Жаль, что так погиб глупо. Очень его ценил. Это «Чистые пруды», шедевр, песня. Артисты, психологи. Мэрилин Монро. Ну, сексапильная до крайности. Рената Литвинова. Константин Хабенский. До сих пор играет много. Анджелина Джоли. Георгий Вицин. Вот Георгий Вицин как клоун имел жалкий вид все-таки немножко. Алексей Баталов. Тоже психолог. Поэты и писатели, психологи, это, конечно, Сергей Есенин. Я считаю, лучший поэт в России на все времена. Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Лев Толстой, Дмитрий Достоевский, Максим Горький, Антон Чехов, режиссеры. Андрей Тарковский, ну, снимал, может быть, хорошие фильмы, которые побеждали на фестивалях, но не умел создавать кассовые фильмы. Леонид Гайдай, ну, что сказать, самый лучший режиссер, который умел снимать русские комедии, Леонид Гайдай. Сергей Бондарчук, тоже был психологом. Клоуны, Аркадий Райкин, Илья Олейников, Евгений Леонов, Александр Цикало. Все они были психологами. Ну, пожалуй, вот очень ценю Евгения Леонова как клоуна, хоть и психолога, хорошо играл. Примеры спикеров в искусстве являются певцы. Николай Басков. Ну, ни одной песни хорошей не спел. Хотя вроде бы и голос поставлен, поет хорошо. По-моему, из Большого театра его выгнали. Ну, ни одной песни не спел. Без души, не трогает никого. Владимир Высоцкий, ну что сказать. Прокричал правду матку. Ну, писал песни на наркотиках. На тяжелых наркотиках. Ну, видимо, это ему помогало. Это наркотики было горючее, на которых он работал. Олег Газманов, ну что сказать, не спел ни одной лирической песни, ни одной хорошей песни. Глюкоза, ну или это псевдоним, а настоящее имя Наталья Ионова. Лайма Вайкули, вот уж какие понты у этой Лаймы Вайкули были. Надежда Бабкина, вот кого не люблю, это Надежду Бабкину. Артисты. Жерар Депардье, ну крутой парень. Адриано Челентано, ну клоун, что сказать. Особенно фильм «Блеф». Отличный фильм. Сергей Безруков. Сильвестр Сталлоне. Алиса Фрейндлих. Михаил Боярский. Олег Борисов.
Алексей Серебряков. Владимир Епифанцев. Ну, это крутой парень, да. Алексей Серебряков тоже играл десантников. Александр Абдулов. Ну, сегодня гремит Александр Петров. Евгений Евстигнеев. Ну, это, конечно, классик просто. Евгений Евстигнеев. Режиссеры. Ну, вот здесь они успешны. Вполне успешны. Это Станислав Говорухин, Эльдар Рязанов, Никита Михалков, Квентин Тарантино. Ну, особенно ценю. Это Эльдар Рязанов, конечно. Ну и Станислав Говорухин. За фильм «Место встречи изменить нельзя». Клоун-спикеры – это Андрей Миронов, хотя я что-то сомневаюсь. Ну ладно, что психолог он или спикер. Ну ладно, будем считать его спикером. Виктор Сухоруков, ну эксцентрик, блестящий актер, клоун. Сергей Бурунов сегодня гремит. Юрий Стоянов. Владимир Винокур. Ну и, конечно, Михаил Пуговкин. Кстати, детство и юность Станислава Говорухина и Бориса Ельцина прошло в городе Березники, в моем родном городе. Поэтому горожане гордятся своими земляками. То есть Станиславом Говорухиным и Борисом Ельциным. Ходят слухи, что Маяковский писал свои стихи лесенкой и ходил по редакциям с тростью, чтобы выбить побольше денег за свои стихи. Юрий Шевчук обвинил Олега Газманова в краже интеллектуальной собственности. Ну, спикеры любят красть чужие идеи. Так вот, вроде бы Олег Газманов своровал у Шевчука песню «Я рожден в Советском Союзе». Ну, спикеры склонны к плагиату, я давно знаю. Могут своровать. Спикеры в роли режиссера умеют руководить группой и предпочитают снимать кассовые боевики или комедии. Психологи предпочитают снимать любовные истории, эротику, фантастику, ужасы или сложное для понимания большинства зрителей авторское кино. То есть, ну, авторское кино – это не кассовое кино, то есть массовый зритель на него не идет. Поэтому мне вот как киномеханика, что важно? Получить больше денег за сеанс. К сожалению, авторское кино для этого непригодно. Например, фильмы Андрея Тарковского получали призы на международных кинофестивалях, но не приносили прибыли кинопрокатчикам. Спикеры в сфере сатиры, наподобие Владимира Винокура, предпочитают использовать низкопробный юмор смешных положений. Но лично мне нравится английский юмор, да, умный английский юмор. Психологи, наподобие Ефима Шифрина, предпочитают использовать лирический смех сквозь слезы, играть неудачный образ грустного клоуна. Ну, поэтому сегодня Ефим Шифрин вышел из моды. Другую профессию надо или другое амплуа выбрать. Спикер является самым лучшим ведущим телевизионных передач.
Примером удачливого ведущего, спикера, является, Дана Борисова, она уже вышла из моды. Владимир Соловьев сегодня блистает. Политические передачи об Украине, о войне отличны. Валдис Пельш, музыкальные передачи «Угадай мелодию», пойдет. Александр Масляков, бессмертный, КВН. Андрей Макаревич вышел из моды, потому что поддержал Украину. Сегодня, по-моему, сбежал за границу. Очень трудно даже привести пример теоретиков или техников среди работников шоу-бизнеса. В качестве редчайшего, почти единственного примера техников среди артистов можно привести пример, это Виктория Толстоганова, которая часто играет снайперов, наемных убийц. Получается очень правдоподобно, такая холодная. Теоретик часто оказывается слишком умным для телевидения. Теоретик на телевидении может вести научно-популярные программы, как Иван Затевахин. С большим удовольствием смотрю его передачи по биологии, про зоопарки. Примерами техников среди телевизионных дикторов и ведущих телевизионных передач являются Екатерина Андреева и Светлана Сорокина. Светлана Сорокина, по-моему, уже все, вышла из моды. А Екатерина Андреева продолжает вести программу «Время» уже много-много лет. Низкая эмоциональность и точность мышления позволяет техникам точно и без ошибок прочитать перед камерой чужой текст по бумажке или вызубрить его наизусть. Но шаблонный стиль мышления мешает им выступать в свободном стиле в аналитических программах. Попытка Светланы Сорокиной стать ведущим телевизионной передачи «Основной инстинкт» привела к плачевным результатам. Михаил Леонтьев, Виталий Вульф, Максим Галкин, Оксана Пушкина и Елена Малышева являются примерами психологов. Елена Малышева иногда говорит такие глупости. Вообще, я не знаю, она хоть, по-моему, кандидат медицинских наук, но такая глупая. И на телевидении это видно. Виталий Вульф умер, но он с большим мастерством вел передачу «Серебряный шар». Максим Галкин, сбежал за границу. И, в общем-то, очерняет Россию. Он предатель, слабак. И он вряд ли уже будет работать в России. Оксана Пушкина тоже создавала передачи с большой душой. Очень тепло. Вывод. Наиболее пригодный на роль артиста или поэта является такой тип личности, как психолог. А спикер часто является в искусстве имитатором духовности и ловкачом. Но спикеры являются самым лучшим ведущим телевизионных передач и самым лучшим клоуном. Такое у них амплуа.